Спасибо, спасибо. Садитесь. Меня зовут Префарман, здравствуйте. Вы на учебном полигоне. И рядом со мной приглашенный гость Клаус. Hallo zusammen, Freunde. И знаешь, чем мы будем сегодня заниматься? Мы будем мочить нацистов, снимать с них скальпы. Нацистотен. Was du? Да расслабься, я шучу. Ну что, Клаус, давай выберем для тебя форму. Или тебе нравится то, в которой ты сейчас? Bist du dafür in den Schrank gegangen? Я, Клаус. Ich möchte mich ändern. Каждому бойцу в любой фракции начальники складских военных помещений выдают бесплатно солдатскую форму. Материал, из которого она сделана, окрашен в разные оттенки зеленого. Эта форма универсальная, вы можете надеть ее в любое время года, и она вам не поможет спрятаться в местности. Чудо, просто чудо. Данный материал хорошо греет, и при острой необходимости ее можно употребить в пищу. Вот что значит натуральный продукт. О, а это зимняя форма. Отличный выбор зимой. Ферштейнсду. Но даже в другое время года она поможет вам слиться со стенами зданий. Также у каждой фракции есть специальное отделение портных, которые помогут вам шить на заказ отличную от обычной выдаваемой формы. Она стоит дорого, но лучше справляется с задачей по маскировке в растительности. Также в такой форме на вас чаще будут обращать внимание. Очень плохо, если эти люди будут из враждебной к вам фракции. Вы можете выбрать чуть-чуть подешевле, в принципе задачи они свои выполняют. Все зависит от вашего вкуса и размера кошелька. Бойцы, которые овладели иными специальностями помимо пехотинца, также смогут примерить на себе форму. Das ist sehr gut, aber was schützt meinen Kopf vor Schüssen? Möchten Sie über Helme sprechen? Ну смотри, пилотку или иные матерчатые головные уборы носят в составе любой армии все летчики, танкисты и разведчики, за исключением американских, которые носят каски, как и все остальные пехотинцы. Последние обычно наносят краску на свою каску, желательно в цвет формы. Правда, миллиметровый слой краски вряд ли защитит от пуль. Также каски бывают наградные за выслугу лет или проведение и осуществление иных мероприятий. Гехвинасен. Итак, боец, первая задача – найти куст, в котором камуфляж не будет заметен. Ich habe mich für einen tollen Busch entschieden. Meine Form hat den gleichen Farbton wie ein Busch. Gute Legit. Да ты отлично различаешь оттенки, тебе нужно было не на войну идти, а заниматься творчеством. Was ist, wenn Sie in ähnlich Haben haben? По моей команде вы должны спрятаться в эти два куста. Кто хуже спрячется, тот умрет. Wir haben uns lange versteckt, aber sie haben uns nicht bemerkt. Ха! Siz de вас! Altwulde hätte mir das. Ну что ж, если вы сели в куст и не двигаетесь, то он отлично вас защищает. Какие-то небольшие движения выдают вашу позицию, но не так критично. Если вы же начнете сильно двигаться, то позиция будет совершенно рассекречена. И кстати, камуфляж, который дороже, чуть-чуть лучше. Но все зависит от определенной ситуации, в которой вы находитесь. Например, этот белый камуфляж. Он предназначен для зимы, но, обратите внимание, он прекрасно сливается с этой стенкой. Невероятно. Уверен, после этого ты сможешь подобрать себе хороший камуфляж. Ну что, боец, ты чувствуешь какую-либо опасность? Осмотрись повнимательнее. Ich fühle mich sicher, denn wir sind in einem geheimen Hauptquartier in Moskau. Gibt es etwas, das mich bedroht? Ich bin dein Gast. Ты прав, но на тебе немецкая форма. Стоит побеспокоиться о своей безопасности, мало ли что может произойти. Ну, а я пойду смотреть телек. Verdammt. Ящик с медикаментами, который находится в многих местах карты, ящик с медикаментами на технике или аптечка с собой. Что же удобнее? Конечно, если она у тебя с собой, ты можешь оказать первую медицинскую помощь не только себе при ранении, но и своим союзникам. У каждой фракции есть большой медицинский подсумок и маленький бинт. Большой медицинский подсумок стоит 30 тысяч. Мы тебе его выдадим, когда ты научишься упражняться с маленькими, которые стоят 9200. Также на карте будут отображаться ящики с медицинским снабжением и на земле, и на технике. Пользуйся. Очень хорошо, если ты овладеешь этой техникой и со временем сможешь быстро оказывать медицинскую помощь.
Это очень полезно. Ну а нам пора идти дальше. Выключай телек. Was hast du diesem Video haben? Verband mein Freund. Совершенно верно, боец. А что ты знаешь о воздушных сражениях? Sie können in einem Militärflugzeug fliegen und Bodenziele zerstören. Oder benutze die Flugabwehrwaffe rechts. Да, но в этот раз мы поговорим о кое-чем другом. Шпреген. Не переживай об этом. Тебя обязательно вылечат. У нас отличные врачи. Итак, сначала попробуй пострелять в мишень. Я думаю, у тебя получится. Ты же умеешь стрелять в мишень, верно? А попробуй сделать это во время прыжка. Ich kann nicht. Попробуй еще. Представь у себя это в голове. Ich möchte wirklich so schießen, aber ich kann nicht. Как бы ты этого не хотел, Клаус, ты не можешь стрелять в то время, как прыгаешь. То есть находишься в воздухе. Тебе нужно приземлиться перед выстрелом. Was soll ich machen? Есть один способ. Ты должен просто сходить. Тогда у тебя будет шанс выстрелить. Просто твой палец легче будет попадать на курок, понимаешь? Ja. Sehr gut. И теперь ты сможешь покорять воздух. Естественно, я тебе это говорю не потому, что это нужно применять, а потому что знание – это сила. Развивайся, мой друг. А сейчас мы с тобой, Клаус, на складе со взрывчатыми веществами. Hurra. Lass uns etwas in die Luft jagen. Стой, стой, Клаус, ты о чем? Какой взрывать? Мы с тобой на складе со взрывчатыми веществами, я же сказал. Для начала нужно научиться защищаться от гранат. Ты можешь спрятаться за укрытием или пострелять по ней. Хотя нет, давай не будем этого делать. Jawohl. Пойдем в другое, более безопасное место. Там ты точно ничего не взорвешь. Du hast gesagt, es ist ein sicherer Ort. Aber hier sind die Bücher. Und Worte können stärker sein als Gewalt. Aber wenn die Worte im Gegenteil zur Gewalt aufrufen, dann ist diese Gewalt nicht zu stoppen. Твою же мать, давай лучше вернемся ко взрывчатым веществам. Там будет намного безопаснее. Так, это обычная противопехотная граната. Кидаешь, и враги разлетаются. Все понятно. Что у нас еще есть? О, эта связка гранат не только уничтожает пехоту, но еще и может нанести урон технике. Не так много, но... О, это моя любимица базука. Das ist fantastisch. Танка капут, understand? Так, а это тоже прикольная вещь. Можно повзрывать танки, машинки, если, конечно, подберешься к ним. Так, ой, моя любимица безоткатка. Если танк далеко, стреляешь по нему, маленький танк. Ну или рожалку уничтожить. О, а это противопехотная мина. Ставишь в кусты, в домах за углами, и никто не пройдет. Хо-хо, ПТРС и другие винтовки. Классно против самолетов. Ням-ням. Так, а это что? Это... А, это противотанковая мина. Ее нужно ставить на броды, в кусты, куда-нибудь, да? И взрываешь танки или машинки. Так, надеюсь, ты это все понял. Ну а теперь я расскажу, как правильно взрывать танки. Слушай Wie müde von внимательно. diesem sowjetischen Так вот, Soldaten. сначала мы берем... Wie viel kannst du reden und reden? Hat er überhaupt etwas Nützliches gesagt? Und ich muss noch Milch, Käse, Brot, Wurst zu Hause kaufen. Halt. Und wer bin ich überhaupt? Vielleicht bin ich die Personifikation eines Neuankömmlings im Krieg. Bin ich überhaupt eine reale Person oder eine Figur in einem kleinen Film oder noch schlimmer in einem Spiel? Клаус, ты вообще слышал, что я тебе говорил? Jawohl. Хорошо, тогда пойдем в ангар. Oh, ich sehe Granaten für Panzer. Все верно, ты будешь пытаться уничтожить бронетехнику. Großartig, ich möchte den Königstiger kontrollieren. Нет, с чего ты взял? Мы не доверим тебе танк, ты же новичок. Я думаю, ты справишься и так, ведь ты слушал, что я тебе говорил до этого. Теперь перед тобой реальный противник. Ich habe den Teil verpasst, in dem du mir beigebracht hast, wie man gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Вот черт! Ох, ну ничего, зовите следующего. Vielleicht kann ich eine Kugel abfangen, wenn sie aus einem Panzer auf mich schießen. Klappt nicht. Verdammt, stirb.
Aber was ist, wenn ich mit einem schweren Maschinengewehr auf Panzergranaten schieße? Wieder geht es nicht. Да уж, Клаус, ну ты идиот. Это что, для тебя игра? Ты же понимаешь, что тут все реально, мы на настоящей войне. Смерть значит смерть. Ай, ладно, давай тебе кое-что еще расскажу. Ich bin heute schon mehrmals fast gestorben. Könnte genug sein? Ну ладно, Клаус, ты можешь представлять. Хотя знаешь, ты не сможешь представить, что эта штука не может пробить все, что угодно. Знаешь, Клаус, я даже разрешу тебе представить, что ты управляешь Пантерой и стреляешь по легкому танку Т-38. Но если водитель Т-38 будет правильно стоять, ты не сможешь его пробить. А когда ты отвлечешься, он сделает грязное дело. Просто кивни, если ты это представил. Отлично. Давай тут приберемся, я принесу кое-что интересное. Когда ты танкист, очень важно ставить себе дополнительный ящик медикаментов. Es ist ein Spielzeug? Мать твою, это уменьшенный вариант танка Т-3476. Это просто маленький макет, понимаешь? Этот танк в основном предназначен для уничтожения пехоты. Он имеет 3 слота. В первом больше всего снарядов, во втором меньше и в третьем меньше всего. Давай отправимся на полигон, и ты узнаешь, что с этим делать. Итак, для начала тебе нужно стрелять из третьей ячейки. В этих ячейках меньше всего патронов, но ты должен выпустить их все. Warum sind die Feinde Bäume? Oh, wie einfallsreich Sie sind. Wir sind aus dem Trainingsgelände. Ich habe es dir Deutsch gesagt. Тьфу ты, просто слушай. И вот у нас начинается пополнение боекомплекта. В этот момент ты начинаешь теперь стрелять теми патронами, которых у тебя больше всего. Но когда пополнение практически закончилось, к этому моменту снаряды у тебя останутся в небольшом количестве. Ну, конечно, могут и закончиться, если ты очень активный парень. Во всяком случае, пополнение уже прошло. Переключаешься опять на третьи снаряды и стреляешь уже ими. И так по кругу. В итоге ты всегда в боевой готовности. А теперь на столе у нас миниатюрная модель Т-3485. Не игрушка. К нему также стоит поставить аптечки, как и на все другие танки. Первый слот ББшки, второй фугасы, третий опять ББшки. Этот танк в основном предназначен для стрельбы по другим танкам, поэтому используйте такой набор. Ich sehe viele Waffen. Das ist für mich. Ich ziehe in den Krieg und die Welt wird meine Macht kennen. Nein, habe eins als Tagesversuchen gehabt. Eines Tages, Klaus, eines Tages. Помимо теории, тебе нужно еще много тренироваться, чтобы быть сильным. Так что отправляйся ты в тренировочный лагерь. Ich zeige dir, was ich kann. Aber er hat recht. Ich muss schwingen. Soon the church bells will be ringing, and a march with fine law. How the church bells will be ringing, with a hey nonny nonny and a ha cha cha. Hi diddle diddle, my baby's okay. Ask me a riddle, and what did she say? Fit as a fiddle and ready for love. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the
banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream. Ich bin zurück. Wo sind all die Waffen geblieben, während ich trainiert habe? А, Клаус, добро пожаловать обратно, мой мальчик. Ну, для начала возьми бинокль со стола. Warum brauche ich ein Fernglas? Werde ich nach jemandem durch die Fenster spähen? Das ist noch nicht das Ende des Trainings, aber ich bin bereit. Клаус, твою мать, возьми этот чертов бинокль. Я расскажу тебе про штурмовые группы. Mehr Spielzeug? Нет. Итак, Клаус, для начала ты сможешь руководить маленькой группой в составе 36 человек. Они могут использовать какой-нибудь гражданский транспорт, который найдут на карте, зенитное орудие, ну и в лучшем случае украсть какую-нибудь бронетехнику и воспользоваться уже ей. Ты должен понимать, что такие солдаты не могут эффективно сражаться. Ты можешь их улучшить до мотоциклетных групп. Они могут использовать Cotton Crab, это аналог мотоцикла, или мотоцикл с коляской. Такие группы быстро перемещаются по глобальной карте, да и в принципе мотоциклы это круто. Второй путь это повысить численность до 90 человек в одной группе. Они смогут хорошо защищаться, но не атаковать. Машины еще круче. До такой группы ты можешь дойти первым и вторым путем. Все зависит от тебя. 90 этих храбрых бойцов могут использовать зенитное орудие помимо машин. Также специально для Советского Союза есть комсомолец. Это что-то типа маленького танчика. Но для американцев есть плавающие лодочки. Ну, не такие хорошие. Но также для всех наций есть вершина совершенства. Это амфибии. Ты можешь пересекать броды. Если тебе это ничего не нужно, то улучшай их до бронетранспортеров. Там 100 человек и 10 штук техники. Ставишь один бронетранспортер где угодно, и там уже куча людей. О, а это танки. От группы легких танков ты можешь пойти в истребители танков, или же второй путь – пойти в обычные танки, средние или тяжелые. Группа легких танков насчитывает 20 единиц техники и 16 командиров. В группе средних танков также 20 техники, но уже 18 командиров. Тем не менее, в группе средних истребителей танков находится 14 единиц, а вот в группе тяжелых истребителей танков всего 12 командиров и 10 единиц техники. Тем не менее, в последней группе 16 командиров и 14 тяжелых танков. Ой, прошу прощения, вырвалось. Итак, у тебя есть также разведчики, 20 штук. Потом ты сможешь руководить 24 разведчиками, и у каждого будет мотоцикл. Но и в итоге их станет 28, и они между собой разделят 14 бронированных машин, разведывательных машин. Und was mache ich mit diesen Informationen? Чуть позже, Клаус. Маленькая десантная группа, там 36 солдатов и 9 самолетов. Не стоит объединять их в большую группу, это важно. Где 72 десантника и 18 самолетов. Лучше подумай об авиации. В маленькой группе 20 пилотов и 16 самолетов. Но они могут стать средними самолетами. 24 пилота и самолета. В итоге 24 этих пилота пересядут на тяжелые бомбардировщики. А теперь я расскажу, что же с этим всем делать, мать его. Скажу сразу. Конечно, войска прокачиваются довольно-таки долго, но просто покупай группы в правильном их количестве, и в итоге они станут теми, кем и должны быть. Это очень важно для следующего урока. Для начала создай одно объединение, которое ты будешь отправлять в атаку города или иную местность. В таком объединении одна группа мотоциклов, 2 группы машин, 1 группа бронетранспортеров. И возьми сразу же под управление 1 группу разведчиков на разведывательном транспорте. Эти парни покажут, что ждет тебя впереди. Они очень далеко видят и дают важную информацию для продвижения твоих войск. После создания 5 объединений из пехоты и разведчиков, перед созданием 6-го объединения опять добавь еще 1 группу таких же разведчиков. Дальше будем для удобства называть взятые вместе 5 объединений словом «рота». Получается в роте следующее количество групп. 5 с пехотой на мотоциклах, 10 на машинах, 5 на бронетранспортерах и 1 группа разведчиков на разведывательном транспорте, разведывательных машинах.
А это, в свою очередь, 2480 пехотинцев, 24 разведчика, 600 машин, 60 мотоциклов, 50 бронетранспортеров и 12 бронированных разведывательных машин. Этого количества пехоты будет достаточно, чтобы они смогли приносить тебе славу в боях, которые измеряются варафундами, которые нужны для улучшения своей армии, ее высадки на глобальной карте для последующего участия в боевых действиях. С помощью варафундов ты сможешь увеличить свою армию и поэтому пойти двумя путями. Каждому пятому объединению, повторюсь, которое мы называем рота, добавлять одну группу с разведчиками на мотоциклах, если хочешь попробовать роль генерала разведывательного подразделения. Не путай этих ребят с разведчиками на разведывательных бронемашинах, которые и так находятся в составе роты. Или добавить каждой следующей роте одну группу легкой бронетехники и одну группу тяжелых истребителей танков, если хочешь испытать свои силы, управляя такими родами войск. Добавлять дополнительную одну группу разведчиков на мотоциклах или по две группы танков к новой роте – это выбор каждого, смотря что вам больше нравится. И вот когда всего под твоим управлением находится 5 рот, а это, между прочим, 10 тысяч пехотинцев и огромное количество военной техники, то они смогут приносить серьезные деньги, то есть варафунды. Можно задуматься о том, чтобы добавить к следующей роте одну группу средних самолетов и одну группу тяжелых истребителей, если хочешь быть королем неба. В основном такое решение принимают люди, которые к этому моменту и сами научились хорошо летать. Но многие продолжают идти по прошлой схеме. Это не страшно. Если быть честным, сам такой. И последнее, Клаус. Только тогда, когда в том подчинении будет больше 10 тысяч пехоты, ты еще можешь взять под управление 6 малых групп десантников, то есть в общей сложности 288 бойцов. Их стоит отправлять всех вместе на стратегически важные города, или в случае, если ты лично принимаешь участие в бою вместе со своими войсками в городе или схватке, и ты уверен, что одержишь победу, то ты можешь отправить одну следующую группу малых десантников на город по направлению атаки. Они задержат противника, и он не сможет сразу отправить войска в твою сторону. Таким образом, твои войска, которые, я надеюсь, насчитывают минимум 216 пехотинцев, смогут начать атаковать следующий город. Ну что, Клаус, хоть мы из разных народов, но я вижу в тебе потенциал. Ты сделал правильный выбор, что присоединился к нашему клану Red Scare. Я верю, что у тебя есть будущее среди нас, и ты можешь стать одним из тех, кто приведет СССР к победе. За это и выпьем. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Verdammte Fehlinformation, weil sie ihn vor 2 Monaten für klug hielten. Aber ich habe es behoben. Фройнд, Ich bin zurück. добро пожаловать домой, мой мальчик. В итоге классная получилась история, правда? Aber ich mochte es auch.
Sollen wir rauchen, Chef? Ich muss verstehen, was du gesagt hast. Lass uns etwas später weitermachen